Дракула восстал. Он искал способ возродиться с тех самых пор, как его замок был разрушен в сражении с Кристофером Бельмонтом. Минуло 15 лет. Солей, сын Кристофера, прошел церемонию посвящения, на которой он стал следующим охотником на вампиров. Дракула ждал этого события, так как только сила Солея была способна вернуть его к жизни. На следующий день Солей ушел в туман в сторону 4 замков Дракулы. И теперь новая битва неизбежна. Тьма, глубокая, как старинный бархатный плащ. За окном луна в полной фазе, как раз для признания вечной ненависти к солнцу. Граф Дракула сидит в своем троне из черепов и выцеживает каждое слово, будто кровь из последнего глотка. Дневник одного вечного противника. Или почему люди никогда не научатся не лезть в мой замок. Castlevania 2 Belmont's Revenge. Звучит почти угрожающе, правда? Месть Бельмонта. Как будто я не слышал это уже 100 раз. Саймон – месть. Тревор – месть. Эрик – его вообще звали Эрик. А теперь вот Кристофер. Опять. Снова. Все тот же хлыст. Та же прическа. То же лицо, будто его нарезали по шаблону Бельмонт 9000. Я даже начал думать, может, они просто клонируют этих парней? Или, что еще хуже, каждый новый Бельмонт — это просто предыдущий, но с новой прической. Ну ладно. На этот раз, признаю, было лично. Вы только послушайте. Я беру его сына, превращаю его в монстра, подключаю к своей темной энергии, практически делаю из него биологическое оружие против отцовского чувства. Гениально! Это же чистый психологический террор. Я жду, что он придет в ярости, с огнем в глазах, с клятвой на устах, как положено. А он приходит на геймбой с экраном размером с мою ногтевую пластинку. Ну хорошо, пусть будет так. Я король вампиров, а не придирчивый критик игровых платформ. Допустим, ты прошел через моих мумий, которые, между прочим, очень обиделись, что их снова сделали пушечным мясом. Прошел через черную лагуну, да, Рип Хайджекер, мы скучаем. Горгульи метали копья, как будто у них был плохой день. А потом ты видишь катящиеся глазные зяблоки, которые взрываются. Честно, Кристофер, это уже не угроза, это кошмар после дешевого секса. Но ты идешь. И, о чудо, ты стал быстрее. Ты больше не ползешь, как мой слуга после того, как я забрал у него выходной. Ты прыгаешь с инерцией, без отбрасывания назад при каждом щелчке в хлыстом. Я чуть не расплакался. От радости. За тебя. Нет, правда, у вампира тоже есть сердце. Оно просто заморожено и где-то глубоко. Ты получил свои усилители хлыста. Собираешь сферы, становишься круче, мощнее. И в конце огненный снаряд. О да! Теперь ты не просто охотник. Ты огненный экзорцист с кожаным ремнем.
Я должен признать, это было стильно. Настолько стильно, что я даже подумал, может сдаться? Но тут ты начал карабкаться по веревкам. Снова. Я создал замок, в котором стены дышат, лестницы исчезают, полы падают, а ты любишь веревки. Ты их обожаешь. На каждом уровне минимум 30. Ты цепляешься, ты ползешь, ты зависаешь. И каждый раз я смотрю на тебя сверху и говорю: «Ну давай, Крис, сделай шаг влево, левее и в пропасть». 11-й раз за вечер. Ты даже не представляешь, сколько я поставил на веревка смерть номер 1 в аду. Мои демоны все проиграли. Теперь у них долги до следующего апокалипсиса. Но знаешь, что меня по-настоящему поразило? Ты можешь выбирать порядок уровней, как в Мегалмене. Ты заходишь, смотришь на 4 входа и думаешь: а что если начну с болот? Или лучше сразу в пещеры? Или, может, сегодня день для копейных горгулей? Я стоял и думал: он планирует? Он анализирует? Он стратег? А потом понял, что ты просто хочешь отложить встречу со мной. Как студент перед экзаменом. Как я перед налоговой. У нас, конечно, нет налогов, но страх перед системой вечен. Я удивлен, что ты добрался так далеко. Скоро возрождение Дракулы. Ты не сможешь уничтожить меня, отец. Ой, что я делаю? Отец, раз Дракула не может использовать мои силы, он воспользуется силой 4 духов замка. Поторопись! Быстрее! И вот ты приходишь. Финал. Я выхожу. Ты машешь хлыстом. Я смотрю на тебя. Ты быстрее. Ты с оружием. Ты с сердцами, которые, кстати, я до сих пор не понимаю, почему вы используете органы как боеприпасы. Это гигиенично? Но ты проходишь игру меньше, чем за час. Что? Я потратил века на подготовку, на проклятие, на ловушки, на катящиеся глаза. А ты меньше, чем за час? Даже мой кофе не успел остыть. Но, признаю, эта часть была лучше. Не идеально? Да, те же враги, что и всегда. Да, веревки. О, эти веревки! Но ты двигался. Ты прыгал. Ты не падал каждые 5 секунд. Ты даже не разбудил всех пауков. Они до сих пор спят. Спасибо. И когда ты победил, я упал. Разлетелся на пепел. Как положено. Стандартная процедура. А потом, пока ты праздновал, я шепнул: до следующего Хэллоуина, Кристофер. Я уже готовлю сына твоего сына. И сделаю из него робота-зомби. Или, может, рок-звезду. Главное, чтобы было лично. Так что, дорогой мой охотник, приходи. Карабкайся. Выбирай уровни. Стреляй огнем. Наслаждайся своей маленькой местью. Потому что я — вечность. А ты просто один уровень в моем замке. И завтра я снова восстану. А ты просто снова включишь геймбой. Твой вечный антагонист — граф Дракула. Смеется. Громко. Темно. И где-то вдалеке падает очередная балка.
Война окончена. Кристофер и Солью объединили усилия и сорвали план Дракулы. Мир вновь обрел покой. Солью преодолел темное проклятие и продолжил сражаться с приспешниками Дракулы. Вскоре после этого семья Бельмонт, известная своими традициями охотников на вампиров, продолжит свою долгую и легендарную историю.